Есть две противоположные точки зрения по поводу работы и эффективности. Одни люди говорят, что нужно ЕБШ 24/7, а другие говорят, что работать нужно все-таки головой, а не ЕБШ 24/7. Вы какой подход считаете более результативным и почему? Дело в том, что старый мир был построен так, что людей учили для жизни в индустриальном механизированном обществе. Их учили конкретным правилам, функциям, как жить. И все точки зрения, которые сейчас существуют в этом обществе, при всем их многообразии дают однообразную картину проживания. Работай, ЕБШ 24 и все приложится. Да ни хера ничего не будет. Не будет. Поэтому все, кто призывает ЕБШ 24/7 и так далее, все они все говорят следующее всем. Знаешь что? Будете рабами на наших плантациях. Все. Ну да, ему кажется, что он там на холмик взбирается и так далее, но если посмотреть на это из перспективы, он бегает на таком холмистом плато. При этом ему учителя говорят: давай, блядь, сильнее беги, надо вджобывать там, давай, просто делай там, просто добавь воды, да, чтобы не высохнуть там от жажды. Херня полная. Ресурс человека 600 тысяч часов. Ну, хорошо, у кого-то будет 1 000 000 часов. 1 000 000 часов — это 114 лет, по-моему. 1 000 000 часов. Организм на самом деле очень быстро изнашивается. Особенно, когда 24/7. И вот они бьются лбом об стену, вот они засовывают сильнее, рвут себе жилы. Или склоняют людей, кто уже либо устал, либо надорвался. Либо их уничтожают, говорят: а, слабак, и получилось. Да-да. И все это общество живет на надрыве. Ничего не узнаешь. Это общество, в котором мы сейчас в основном живем. Игорь, мы все живем в таком мире, где все бегают по холмам, и тем более с очень большой скоростью. Если вдруг мы остановимся и перестанем ЕБШ 24/7, то нас очень быстро обгонят. Как быть-то? Так вот и пусть убегут. Ведь то, где толпа бежит, и ты сам сказал, там нет для тебя ничего хорошего, так и пусть убегают. Останься, остановись. И послушай кого-то другого, кто говорит что-то другое. Не про ЕБШ 24/7. Для начала этого будет уже достаточно. Каждый человек, который взял ложную цель, он умирает и либо физически, либо психологически, либо морально, либо эмоционально. Неважно, как он умирает, либо все сразу. Один тут товарищ мне пришел, говорит: я в список Forbes войду, все, это у меня цель. Я говорю: ты дебил? Ты что, дебил, говорю? Какой нахрен список Forbes тебе для счастья? Зачем это? Он стал так рисковать. Ну, рисковать имеется в виду глупо рисковать. Сейчас он умер, его нет. На самом деле ЕБШ 24/7, еще раз повторю, остается, и это очень важное свойство. Но оно не в приоритете. Работать надо не руками, и ногами, а головой, душой и сердцем. А эти штуки, так заведено, понимаешь, они включаются только в окружении людей, которым ты доверяешь, которые составляют для тебя питательную среду. А ты для них. Поэтому остановись. А дальше создай вокруг себя питающее окружение. Чем отличаются такие люди, как я, которые вкалывают ЕБШ, от тех, кому деньги достаются очень легко, прям по щелчку пальцев? Вы же тоже наверняка, да вы сам такой. Ни хрена себе. Деньги никогда никому легко не даются, кроме где лотерея или где спекуляция. Такие примеры есть, но их настолько мало. И люди могут сделать очень простую ставку. Можно поставить на лотерею всю жизнь. Знаешь, сколько людей всю жизнь играли в лотерею и ни разу что-то там существенно не выиграли? Миллионы! А как вы считаете, в рабочих коллективах работает ли тот же самый принцип, что 20% людей дают 80% результата, а остальные
просто так ходят на работу. Да, именно так. Это очень, очень сильный вопрос. Мы когда начинали свой путь, у нас тоже нам было непонятно. Бригада грузчиков, 12 человек, и мы решали вопрос, а как сделать так, чтобы они в 5 раз больше работали. И было видно, что они просто постоянно на перекур ходят и так далее. Мы позвали бригадира и сказали ему: слушай, ты же формальный бригадир, и видно, что ты неформальный тоже лидер. Смотри, вот есть бюджет на бригаду, на 12 человек. Давай так. Вот если ты решишь, что 9 человек, значит зарплата 3 человек раскидывается, как ты скажешь. Через 6-8 итераций такого рода, как ты думаешь, сколько грузчиков от бригады осталось? Бригада представляла из себя 5 грузчиков, а производительность труда этой бригады выросла в 6 раз. Зарплата каждого человека выросла, кратно. Грузчики, которые всегда были на заводе, они стали очень уважаемыми людьми на заводе. Они стали себя уважать, их все стали уважать, у них поднялась зарплата и так далее. А самое главное, вагоны перестали простаивать, и мы перестали платить штрафы железной дороги, штрафы транспортным компаниям и так далее. Смотри, вот тебе конкретный пример, как происходит в коллективе. Есть в коллективах, вы сейчас сказали про таких людей, люди, которые изображают эффективность, создают очень много суеты, движений, но практических результатов нет. Как определяете таких людей? И, может быть, вы расскажете какой-то кейс свой. В каждом коллективе есть стуложопые люди, шиложопые и хитрожопые. Стуложопые — это усидчивые системные люди, которые могут так настроить систему, что все чики-пики. Шиложопые — это такие предприимчивые, коммерчески устроенные люди, которые находят, тестируют и обнаруживают новые кимберлитовые трубки. Все. Понятно, что комбинация стуложопых и шиложопых дает уникальную комбинацию, когда находится кимберлитовая трубка, строится завод, да? И в каждой организации есть, внимание, хитрожопые. Причем хитрожопых обычно вот столько. Они все выглядят одинаково. Черт побери, там внутри у них разные состояния. Но выглядят они одинаково. Поэтому основная задача руководителя или владельца компании, или основателя — выявить стуложопых, шиложопых. Может быть, здесь тоже вот так выявить. А вот всех хитрожопых сделать вот так. А вы как их выявляете таких, правильно? Я создаю такие условия, при которых лидер этого подразделения заинтересован создать рабочую комбинацию стуложопых и шиложопых и изгнать всех хитрожопых. А если лидер хитрожопый? Это самый жесткий вариант, хитрожопый лидер. Ты представляешь, что получается? У хитрожопого лидера на самом деле очень быстро, там сплошные хитрожопые. Почему? Ты просто лидер, они же все копируют лидеров. Это как ролевая модель. Производительность труда в этом участке не может повышаться, она обычно снижается. Потому что, что такое хитрожопый? Значит, имитация. Как ты думаешь, производительность труда в Технониколе выросла с 20 тысяч долларов на одного сотрудника, выросла до 250 тысяч долларов. Более 10 раз. Космос. Не за один прыжок, а за много-много-много-много раз итераций, пересборка. И ты знаешь, сколько хитрожопых вышло из компании Технониколь? Очень много. Игорь, можете привести несколько характеристик хитрожопых, чтобы мы все научились их очень быстро определять и исключать из команды? Да. Самая сильная характеристика, где хитрожопые просто себя раскрывают и сдают с потрохами, это когда результаты работы команды хитрожопый присваивает себе и всем рассказывает, что это я. Все, он палится, это сразу видно. Наблюдатель обычно видел, что все вджобывали там, а он приходит потом и говорит: вот, все, я все сделал, я все придумал, я всем советы давал, вот это все я.
В коллективах часто встречаются такие люди, которые работают, ну, так же, как и все, а иногда даже меньше, но у них постоянно повышение, зарплата растет. А есть другие люди, которые работают годами, работу делают хорошо, но при этом не добиваются ни повышения, ни роста зарплаты. Что нужно делать людям, которые работают в этой компании, чтобы им повысили зарплату? Да очень просто. Пришел к своему директору там, говоришь, поднимай мне зарплату. Игорь Владимирович. Иначе я пошел или там пошла. На что надо всегда быть готовым, что руководитель скажет, ну и пошла, или пошел. И здесь нет формулы. То есть смысл такой, ты задал в самом твоем вопросе, есть ответ. На самом деле не спросил, не будет ничего. То есть активная позиция. Кому вы лично за последний год повысили зарплату и почему? Те, у кого там случилось повышение, да, это люди, которые очень долго везут. И прошли очень многое в разных позициях, и у них очень большой список вещей, которые они сделали. И я с ними очень многое прошел. Ну, они со мной, я с ними, да. То есть я знаю, как они ведут себя под нагрузкой. И это, пожалуй, самое главное. То есть они много чего умеют, и они профессиональны, но это есть у многих. Но знание мое и их друг друга, и знание мое, как они ведут себя под нагрузкой в условиях там, экстремальных и так далее, это эксклюзив. Поэтому вот, это не то, чтобы они чем-то отличились в моменте, это накапливаемое. Поэтому я подчеркиваю, нету сиюминутного чего-то, чтобы могло превратить это в лотерею. Все вот эти вот повысить зарплату и так далее, это плач Ярославны. На самом деле, хочешь повысить зарплату, ну приди в компанию, где на этой позиции платят дороже. Ну или приди к своему руководителю, скажи, вот если не платишь мне, я ухожу. А дальше расклад, значит, там очень простой там расклад. Какими навыками нужно обладать человеку, чтобы у него было больше шансов стать там руководителем в новом подразделении? Да. Зарабатывать больше. Навык обновлять себя — это навык, ну, как бы развивать себя, и когда твои возможности, то, что ты можешь там делать, то, что ты можешь производить, ну, как бы нарастает с огромной скоростью. Он не так сильно распространен, потому что не так сильно его тренируют. Что важнее для получения повышения, более высокой зарплаты, статуса и прочего? Более высокий профессионализм или наглость и безумие? Есть разные среды, ну, разные компании с разной средой. И есть среды, в которых безумие, отвага, наглость, хитрожопость на самом деле возносят тебя очень быстро и очень сильно. Есть такие среды. Там чем больше врешь, бросаешь в глаза, подставляешь других людей, карьера может перейти. Беда этих всех людей такая, что они осваивают такой навык и считают, что такой паттерн поведения, он, ну, это всегда работает, но он не всегда работает. Да, и в какой-то момент их жизнь бьет. Но, соответственно, есть другие среды, другие компании, где все-таки развивается культура, ну, другая, не такая, не подставляющая корпоративная иерархия, где там каждый за свое место держится и так далее. Есть другие среды. В тех средах, вот в других средах, дееспособность. Помнишь, такая штука есть, кто везет, на том и возит? Вот на самом деле вот в этих средах вот это работает. Дело в том, что за 5 лет прошло, значит, пришла Маша Одинцова, помощником ко мне и Сергею Колесникову. Ну, вот как помощник, вот секретарь, телефон, там кофе, чай, там все. Там. Потом мейл, потом переписка там с иностранцами,
потом участие в переговорах, потом участие в сложных переговорах, в очень сложных переговорах, потом директор по закупкам, да, потом вообще директор по закупкам сложнейшего оборудования всей корпорации Технониколь, и сейчас глава фамильного офиса Сергей Колесников. И продолжает тоже по закупкам сложного оборудования работать. На самом деле феноменальная карьера. И вот эти 5 лет, когда пришла Маша, ну слушай, я бы не сказал, что она вот вджобывала 24/7. Ну вот так механистически. Ну, она за 5 лет прошла путь, что она освоила из сопредельных профессий, ну, из сопредельных функционалов, ну, на самом деле все. Все, и она постоянно добавляла, причем, ну, сама добавляла, забирая все больше и больше, выводя на какой-то уровень, ну, самый высокий уровень, на предельный уровень, который там был. И через 5 лет такое явление, как феномен, я бы так сказал, вот этот феномен, ну, он не просто был замечен, на самом деле он был виден все эти 5 лет, но именно через 5 лет, ну, мы просто сказали: Маш, ну ты давай уже иди, ну, ты давай там. Просто ты, так сказать, выбирай департамент, где ты будешь там рулить. А дальше у нее карьера началась просто потому, что репутация человека, который на своем месте и вокруг себя производит такое благоустройство, была такая, что в компании все знали, что в каком бы месте ни оказалась Маша, там, во-первых, через какое-то время все станет вот супер, и даже и все удивятся. И, конечно, все были пути открыты. И это очень круто. Я говорю, кто везет, на том и возит, в очень позитивном плане. На самом деле, кто везет, тот и вывозит. Тот и вывозит, и того видно, тот превращается в феномен.